Друзья, приветствую вас на своем канале Хельга Вайт «Живем в Словении». Сегодня мы приехали в альпийскую деревушку, которая называется Планина под Голицо. В этой деревне проживает всего лишь 600 человек. За моей спиной находится одна из достопримечательностей этой деревни – церковь Свети Криш, что в переводе на русский обозначает Святой Крест. Эта церковь была построена в 17 веке владельцами рудников. Раньше здесь занимались горной добычей и металлургией в этой деревне. Сейчас в это очень сложно поверить. Здесь в настоящее время нет никакой промышленности. Вся промышленность перенесена в ближайший промышленный город Есеницы. А деревня известна тем, что начиная с мая месяца здесь начинают цвести нарциссы. И из этой деревни идут пешеходные маршруты дальше вверх в Альпы. И мы тоже сегодня отправимся пешком из этой деревни в Кочу под Голицо. Коча в переводе на русский – это хижина. Я немного вам покажу саму деревню и покажу маршрут до Кочи. Полюбуемся цветением нарциссов и посмотрим, как устроена сама Коча. Сейчас церковь закрыта, но я немножко вам покажу, как она выглядит внутри через решетку. Очень красивая церковь. Такие старинные ворота. Как правило, в Словении около церкви всегда располагается кладбище. Вот так вот выглядит деревенское кладбище. Очень красивое, очень ухоженное, с таким прекрасным видом. Посмотрите, в деревне стоят вот такие вот небольшие деревянные строения, похожие на собачьи будки. Здесь такое окошко, а в окошке камушки. То есть зимой, когда будет очень скользко, можно взять и раскидать камушки по дороге, чтобы машина могла спокойно ехать, не скользя. Посмотрите, как здесь красиво, какой здесь прекрасный вид. Посмотрите, как выглядят дома в этой деревне, как люди живут. Живут достойно, я считаю. Смотрите, какая интересная крыша. Я не знаю, как называется это по-русски. По-словенски вот такие маленькие строения, где внутри икона со свечами, называется капелица. Капелица. Посмотрите, какая красивая крыша деревянная. Очень живописное место. Дом тоже, смотрите, какой интересный. Видно, что он стоит здесь не одно столетие. Это видно по крыше. Крыша очень старая. Снова слышим колокольный звон. Вот такая вот колонка с водой. Здесь можно и воды попить, и умыться можно. И вот такие вот указатели. Написано, куда, сколько идти. Плавшки Роуд 2,3 километра, до Майстраны 15 километров. Можно проехать до Есениц на велосипеде 4 километра.
Есть еще вот такой вот симпатичный указатель, такой столб. Вот, нам тоже показывает, куда нам можно прогуляться. Церковь я вам уже показывала. И вот здесь указаны различные маршруты. И обратите внимание, какая хорошая дорога в деревне. Ни одной ямы нет. Дорога очень-очень ровная. И вдалеке, может быть, вы увидите, там стоит козолец. Я вам его уже как-то показывала, что это обычный атрибут славянского пейзажа. На нем сушат сено. Посмотрите, как красиво. И вот такого плана дома по всей деревушке. И посмотрите, какое-то очень крутое оборудование у фермера. Я, правда, не знаю, что это такое. Если вы знаете, то напишите мне в комментариях. Кто соскучился по березкам, то вот, пожалуйста, здесь есть березки. Можно прислониться, обнять березку. И здесь же нам показывают, что если мы пойдем направо, то можем купить домашний хлеб. Здесь находится ферма Кметия Смолей при Уриц. Но у нас нету столько времени, чтобы ходить за хлебом. Не за этим мы сюда приехали. Нам нужно пойти по пешеходному маршруту ввысь в Альпы за нарциссами. И еще очень интересный факт, что в Словении пожарными работают, как правило, волонтеры. То есть набирают добровольцев, которых специально обучают, и они в свободное от работы время работают пожарными. И еще вам покажу, что в деревне Планина под Голицо есть памятник павшим героям, которые погибли в годы Второй мировой войны, 1941-1945 год. И здесь указаны имена и фамилии погибших воинов. А деревня, сама деревня Планина под Голицо, она основана аж в XIV веке. Можете себе представить? Мне, честно говоря, очень сложно это представить, что здесь были плавильные печи, здесь занимались металлургией. То есть это очень сложно сейчас представить, что эта деревня такая старая. Посмотрите, нарциссы как символ этой деревни. И вот если обратить внимание на крышу, на, так сказать, на мансарду, вот по ней видно, что эти дома, и вот именно этот дом, что они очень-очень действительно старые. Деревья тоже не молодые. Смотрите, какие огромные у них стволы. А здесь такой, смотрите, современный гараж с электрическими воротами. Там вот тоже наверху дом. И не знаю, заметили вы или нет, что дома стоят друг от друга на таком приличном расстоянии. То есть они как-то вот не стоят вплотную. Ой, посмотрите, кого мы встретили. Посмотрите, это утка. И вы заметили, что они не похожи на тех уток, которых мы встречаем в водоемах. У этих уток очень высокая шея.
Ой-ой-ой, придется пропустить. Ой, посмотрите, какой он важный. Он идет прям посередине дороги, абсолютно не боясь машин. Видимо, домашние. Начинаем мы свой путь на кочу Подголица. Путь лежит вдоль горной реки. С одной стороны горная речка, а с другой стороны, посмотрите, увидите или нет, там уже нарциссы. Попытаюсь вам показать. Уже, вот, посмотрите, уже поля нарциссов. По дороге встречаем водопад, красивый очень. И еще один, каскадом друг за другом. Встречаем еще один водопад. Он очень красиво стекает вниз по скале. И здесь есть указатель, что это водопад называется Башар. Люди уже возвращаются, а мы только-только поднимаемся. Уже 12 часов дня, мы уже идем почти час. Дорога на самом деле не для начинающих. Нам сложно. По пути нам встретилась так называемая разгледная точка. Посмотрите, какой открывается великолепный вид. Облака, горы. Сейчас я смотрю в сторону Австрии. Здесь очень близко граница с Австрией. Словения граничит с Австрией. Посмотрите, какая красота! Какие облака! Очень красиво. Пожилые люди, посмотрите, какие спортивные. Мужчине, наверное, около 80 лет. А он бодрый, спортивный, веселый. О, как много людей спускается. Ну, зато, наверное, мы поднимемся, и там будет тишина и покой. Да. Добър дан. И встречаем детей. Встречаем детей. Посмотрите, как много детей. Может быть, они ходили в поход.
Здорово. Здесь очень популярные, в Словении очень популярны походы. Детей приучают к спорту, еще с детских садов. А для школьников подняться на такую высоту вообще ничего не стоит. Видеоблог. А за YouTube? Я за YouTube себе, да? Хельга Уайт. Коча все ближе и ближе. Вон виднеется ее крыша. Посмотрите, вид на Альпы. Очень красиво. А с этой стороны поля нарциссов. Коча на Голице или на Голице, не знаю, как правильно ударение. Осталось идти 10 минут пешком идти. Посмотрите, это везде нарциссы, белые поля. Ну а мы движемся дальше по тропинке вверх. Ой, смотрите, совсем немножко нам осталось до хижины. Представляете, сейчас по пути встретили двух женщин, а у них за спиной в рюкзаках таких специальных сидели младенцы. То есть у одной за спиной рюкзак с ребенком, и у другой за спиной рюкзак с ребенком. Мы вдвоем с Еленой еле-еле идем, еле живые. А девушки шли с детьми за спиной. Это просто удивительно. Встретили парней, которые предложили нам пойти с ними уже обратно. Но, видимо, они очень хорошо посидели в ресторане. Были навеселе. Друзья, посмотрите, видите вот этот трос, который тянется снизу вверх? По этому тросу поднимают сюда продукты. Представляете? Вообще, называется товарно-жичница. То есть вот такой вот путь, по которому каким-то образом вот поднимают товары наверх. А вот и наша коча, к которой мы идем. И вот как раз на нее по вот этому тросу поднимают необходимые, например, продукты. Последние шажки. Вот они наши заветные 50 метров до Кочи. Добрый день. Честно говоря, не могу поверить, что мы поднялись и прошли такой огромный путь. Выше я еще ни разу не ходила. Высота здесь где-то примерно 1500 метров. Но продвинутые альпинисты, конечно, могут идти еще дальше, еще выше. Но мы, конечно, себя к таким не относим. Вон, видите, там пути вдалеке, и люди еще идут выше. Но нам будет достаточно посидеть просто вот здесь, полюбоваться, отдохнуть и пойти назад. Вот. Посмотрите, как красиво.
Хочу вам показать, как в горах, в Альпах, совсем в таком месте, куда очень сложно подняться, добраться, есть условия для нормальной жизни. Посмотрите, иду показать вам туалет. Как в горах устроен туалет. Честно говоря, таких туалетов я еще не видела ни разу. Две, видимо, кабинки, мужская и женская. И пока никого нету, мы снимем. Лена, ассистент. Попробуйте, там открывается дверь вообще. И здесь есть цивилизованный туалет и даже даже унитаз. Здесь невероятное количество людей. Посмотрите, все столы заняты. Очень много путешественников. Хочу вам рассказать историю этой кочи. Вот эта вот хижина, в ней 5 комнат, в которых можно остаться ночевать. То есть здесь могут путники остановиться, переночевать, согреться, поесть. Посмотрите, даже тапочки выдают. И в этих комнатах могут переночевать 26 человек. И еще я читала, что есть одна какая-то общая большая комната, в которой поместится 15 путешественников. И посмотрите, какой ресторан. Здесь печное отопление. Ресторан рассчитан на 50 человек. Вот такой вот ресторан традиционный, славянский. Посмотрите, какой прекрасный вид открывается. Вот. И еще на улице столы, там может поместиться еще 80 человек. Смотрите. Друзья принесли нам ричет, традиционное славянское блюдо. И еще заказали мы штрудель, яблочный штрудель. Ну, первый раз, честно говоря, я вижу, чтобы приносили в пластиковых тарелках с пластиковыми ложками и вилками. Обычно посуда везде добротная. Словенцы очень следят за экологией и стараются пластиком не пользоваться. Друзья, хочу вам рассказать немного историю этой хижины. В 1894 году на этом месте немецкие альпинисты построили свою хижину, чтобы путешественники могли останавливаться и отдыхать, могли поесть, отдохнуть, переночевать. Но славянским альпинистам стало обидно, и в 1905 году они построили свою хижину, по-славянски коча. И на этом месте стояли 2 хижины. К сожалению, в годы Второй мировой войны партизаны сожгли обе хижины, чтобы немцы не устраивали здесь своих перевалочных пунктов, своих баз. И только в 1984 году на фундаменте одной из хижин отстроили новую кочу. Скорее всего, она была построена на фундаменте именно славянской хижины. И вот сейчас мы здесь находимся.
И посмотрите, какой красивый вид открывается. И посмотрите, в 1984 году идет строительство этой кочи. Видите? О, даже в 1982 году они ее строили, но открыли в 1984. И сейчас я вам покажу, как выглядит ночлег, где альпинисты останавливаются и могут переночевать. Здесь такая винтовая лестница. И вот здесь вот комнаты. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим, как выглядят сами комнаты, про которые я вам говорила. Вот, посмотрите, вот так вот выглядят комнатки. Все очень-очень скромно. Посмотрим еще, заглянем. Вот еще одна комната, посмотрите. Вот такая, в таком деревянном домике. Ой, посмотрите, как интересно. Здесь еще. То есть, смотрите, такая маленькая-маленькая комната. Но в этой маленькой комнате стоит две двухъярусные кровати. И здесь может переночевать 4 человека, например. Вот видите, вот такие вот комнаты, в которых можно остановиться, переночевать. А здесь выход на балкон и прекрасный вид. Покажу вам еще одну комнату. Очень старинные кровати. Я даже не знаю, сколько им лет, этим кроватям. Но, наверное, вообще даже не представляю. Но видно, что это просто реликвия. Вот такой домик в Альпах. Домик в Альпах. И можно здесь переночевать. Все очень функционально. В доме есть, в хижине есть электричество, есть вода и туалет на улице. И посмотрите, еще лестница еще ведет наверх. Наверняка наверху еще есть комната. Если хотите, давайте еще поднимемся немножко. Немножко поднимемся и посмотрим. Смотрите, а вот здесь вот общее пространство. Такое мансардное общее пространство. И здесь тоже можно переночевать. Видимо, эти места дешевле. Потому что здесь вы будете спать абсолютно с незнакомыми людьми. И посмотрите, как красиво. Честно говоря, я бы даже согласилась переночевать вот в этом общем пространстве. Можно познакомиться с интересными людьми, пообщаться. Но, с другой стороны, это хорошо, если никто не будет храпеть. А если вдруг кто-то храпит, то вроде как и не очень хорошо в общем пространстве. Тогда лучше доплатить и переночевать в комнате. Вот в таком вот железном корыте, мне тоже так хочется сказать, корыте, доставляют продукты на кочу.
Посмотрите, как выглядит Коча со стороны. А вот сейчас туда, куда я разворачиваюсь, буквально вот за этим пригорком находится австрийская граница. Вот эти нарциссы, поля нарциссов, их рвать нельзя. И это запрещено законом. Можно только гулять и фотографировать. Но, к сожалению, как я вижу, здесь очень много австрийских туристов, которые, не стесняясь, нарывают себе букетики. Идем мы назад. Надеюсь, что обратный путь будет короче. Идем и рассуждаем. Веду я свой видеоблог на русском языке. Лена говорит: вот будут этот видеоблог смотреть твои дети и внуки. Я говорю: да, будут внуки смотреть и не понимать, на каком языке разговаривает их бабушка. И будут говорить: о, как хорошо, что она для нас сделала субтитры. Непонятно, на каком языке вообще будут разговаривать внуки и где они будут жить. Но думаю, что русский язык навряд ли удастся сохранить в третьем поколении. Дети, конечно, разговаривают на русском, но навряд ли они уже смогут передать русский язык своим детям, если только они не выберут свою вторую половинку русскоязычную. А это, мне кажется, маловероятно. Скалы. И какой-то шалаш. А интересно, шалаш это для кого? От дождя путешественникам прятаться. Какая-то еще тропа в скалу. Но мы уже туда не пойдем. Мы уже устали. Смотрите. Можно здесь сесть и отдохнуть, если вас по дороге застал дождь. Если вас дождь не застал, можете просто под открытым небом на скамейку сесть. Вот такая вот деревушка. Смотрите, шикарные дома. Просто супер. Вау. Ой, так как здесь высоко,
достаточно над уровнем моря. Смотрите, здесь еще не отцвели даже магнолии. Смотрите, цветут магнолии. Посмотрите, как красиво. И посмотрите, какой красивый дом. Как в раю. Люди живут как в раю. В Словении никогда не чувствуешь себя одиноким. Встречаешь людей, и они так с тобой здороваются, как будто бы ты их знакомый. Говоришь «добър дан», а тебе в ответ «о, добър дан», как будто бы встретили приятельницу. Вот, сейчас еще встретили одну женщину в возрасте, она сажала картофель. И тоже завязался разговор, откуда вы, сколько здесь лет живете. И, конечно же, не смогли не затронуть войну в Украине. И, конечно же, весь цивилизованный мир следит за новостями и очень-очень сочувствует украинцам и ждут, когда же эта война закончится и наступит мир. Друзья, заканчиваем наше путешествие мы в полях с нарциссами. Я вас призываю подписываться на канал и ставить лайки. До новых встреч. Пока!